Привет, фанаты BTS! Сегодня мы обсудим ситуацию, которая породила множество мнений и комментариев о Тэхёне и Чингуке. В последнее время они были горячей темой, и многие люди поспешили сделать неправильные выводы. Недавно были опубликованы фотографии и видео Чингука, Тэхёна и Чимина в ресторане, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Некоторые люди начали говорить вещи, которые не были правдой или не имели смысла, поэтому важно рассказать историю с самого начала и с проверенной информацией. Мы можем подтвердить, что официант ресторана сказал, что Тэхён и Чингук дважды выходили вместе. Эти встречи были не просто выходами, это были частные свидания между ними, что не новость для тех, кто внимательно следит за их отношениями. Они упомянули, что у них есть планы вернуться в это место. Другими словами, это было решение, которое они приняли как пара. 20 июля они сдержали свое обещание и вернулись в ресторан. На этот раз они пошли не одни, они взяли с собой Чимина. Важно прояснить это, потому что это было их решение, а не что-то импровизированное или вынужденное. Несмотря на это, некоторые люди начали критиковать присутствие Тэхёна. Они спрашивали, почему он всегда был рядом, когда Чингук и Чимин были вместе. Но объяснение простое: Тэхён и Чингук сначала ушли как пара, а затем решили вернуться и разделить этот момент с близким другом, таким как Чимин. Это не должно вызывать путаницы, если вы понимаете последовательность событий. После посещения ресторана было также замечено, что Чимин ушел первым в сопровождении сотрудника, затем, почти одновременно, ушли Чингук и Тэхён. Эта деталь также использовалась некоторыми, чтобы создать ситуацию, которой не было. Они говорили, что трое ушли по отдельности, потому что они не были на самом деле вместе или потому что они не хотели показываться. Но если присмотреться, это была просто разница во времени отправления, ничего более. Некоторые люди отреагировали негативно, не потому что они видели их троих вместе, а потому что когда Тэхён и Чингук появлялись в одном месте, это, казалось, беспокоило тех, кто не принимал или не понимал их отношений. Некоторые предпочитали представлять себе другую связь, и именно поэтому каждый момент, проведенный ими вместе, вызывал множество комментариев. Но одно неоспоримо: когда Чингук и Тэхён вместе, ощущается другая, более тесная связь. Чингук всегда проявляет особую привязанность к Тэхёну, то, что не нуждается в объяснении, потому что это ясно видно по его поведению. Эта ситуация, как и многие другие в прошлом, показывает, что как бы часто они не пытались отвлечь внимание или создать истории, не соответствующие действительности, отношения между Тэхёном и Чингуком остаются крепкими. Это не то, что они скрывают, и не то, что нужно доказывать словами, потому что поступки говорят сами за себя. Даже если многие люди не хотят видеть их вместе, они будут продолжать видеть их, потому что их связь очевидна и очевидна. Теперь я хочу поговорить с вами о теме, которая вызвала много обсуждений в социальных сетях, слухах о Чингуке, Чимине и, в частности, об этом ресторане. Некоторые утверждают, что Чингук и Чимин уже бывали в этом ресторане, они даже оставили там свои автографы в качестве доказательства. Однако эта история не совсем соответствует действительности. Каждый раз, когда Чингук появляется на публике, находятся люди, которые пытаются связать все его действие с Чимином. Это случается часто. Стоит Чингуку только пошевелиться, улыбнуться или посетить определенное место, как люди начинают говорить, что все это связано с Чимином. Самое забавное, что эти связи часто беспочвенны, истории просто выдуманы, факты вырваны из контекста, а детали преувеличены, чтобы создать впечатление знака. В данном случае некоторые утверждали, что Чингук и Чимин вместе ходили в ресторан и оставили свои автографы на стене на память о посещении. Согласно этой версии, после возвращения Чингука в ресторан, все указывало на то, что он вновь переживает моменты прошлого с Чимином, но это неправда. На самом деле автографы были не из ресторана, их дали давно, когда Чимин и Чингук служили в армии. Они оставили их для коллеги, который был с ними в то время, а не в ресторане, как они утверждали. Другими словами, подписи действительно существуют, но они не имеют никакого отношения к истории, которую они сейчас рассказывают. Даже фанат, который поддерживает Чингука и Чимина, но не преувеличивает эту теорию, пояснил, что распространяемая ими информация ложна и даже немного постыдна.
Однако такие разумные мнения не всегда принимаются во внимание. Чаще всего наиболее широко распространяются безосновательные теории или поддельные изображения, которые просто пытаются поддержать идею, не основанную ни на каких реальных фактах. Еще одна важная деталь, которую следует учитывать, это то, что Чингук и Тэхён уже бывали в этом ресторане. На самом деле они уже давно вместе, они часто проводят много времени вместе, хотя и не всегда на публике. В этот раз они решили вернуться в ресторан и пригласить Чимина в качестве друга, вполне естественно, учитывая их близость. В данном случае мы видим просто компанию друзей, обедающих вместе, ничего более. Несмотря на это, некоторые продолжают настаивать на создании истории вокруг Чингука и Чимина, как будто не могут принять реальность того, что все изменилось. У Тэхёна и Чингука стабильные отношения, они построили что-то серьезное и настоящее. Они заботятся друг о друге, поддерживают друг друга и наслаждаются временем, проведенным вместе, не выставляя все на показ миру. Вот почему так важно уважать личное пространство друг друга и не пытаться создавать истории, которые больше не имеют смысла. Вместо того, чтобы цепляться за старые идеи, лучше научиться признавать реальность. Не все, что делает Чингук, связано с Чимином, и в этом нет ничего плохого. Каждый из них идет своим путем, хотя они и лучшие друзья уже много лет, это не значит, что все их действия связаны чем-то большим. Отношения между Чингуком и Тэхёном устоявшиеся, но крепкие, они показали, что их отношения – это больше, чем просто слухи или видимость. Они поддерживают друг друга как в личном, так и в профессиональном плане, и их общие моменты отражают доверие и близость, не требующие объяснений. Они оба решили прогуляться вместе, и это главное. Подписи, представленные в качестве доказательства, не имеют никакого отношения к ресторану, они были недавними и не были частью особого визита Чингука и Чимина. История другая. Тэхён и Чингук пошли в ресторан и в какой-то момент пригласили Чимина поделиться своей историей. Все остальное просто вымысел. Важно быть осторожным с информацией, которой вы делитесь. Предположения, необоснованные слухи и вводящие в заблуждение правки только сбивают людей с толку и отвлекают от того, что происходит на самом деле. В данном случае это была простая встреча друзей, организованная парой, которая уже бывала там раньше. Со временем связь между Тэхёном и Чингуком стала яснее, они больше не были мимолетными, редкими моментами прошлого. Теперь то, что мы видим между ними, происходит чаще, без пауз и колебаний. Близость росла без всяких объяснений. Наблюдая за их действиями, было ясно, что они не делали ничего принужденного, не следовали сценарию. Между ними возникло нечто естественное, им было комфортно быть самими собой, не боясь взглядов или комментариев.